Ну шо, как там с деньгами? Бабки, 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 как же они прекрасны. Хрустящие рублики, золото гривен, зеленые доллары. Ну как же их достать? Что надо делать, чтобы хватило на ашкудишку? Ты же куришь ашкудишку? На пиво с пацанами? Или, может быть, все-таки надеюсь на героин? Да над тобой все пацаны смеются в школе. Не ширяешься, лох. Кстати, зацените футболку. Охуенная, да? Я тоже так думаю. Значит, тогда сегодня я вам расскажу, как достать деньги, чтобы хватало и на шкудишку, и даже на героин. Расскажу, как я сам раньше зарабатывал. Ну и, конечно же, нихуя, конечно же. Поехали, ставим лайки, подписываемся на канал, и тогда мама будет жить вечно. Ты же хочешь, чтобы мама жила вечно? И мы начинаем. Погнали! Да, мы все с вами выросли, скорее всего, не в самых богатых семьях, не в самых лучших условиях. Кто-то жил богаче, кто-то жил беднее, кто-то жил среднячком. Но я думаю, все рано или поздно стыкались с тем, что нужно идти на работу. Нужны бабки на то, нужны бабки на это, хочется погулять с девочкой, выпить пиво с пацанами. Ну и, собственно, для этого нужны хрустящие рублики. Но как их добыть? Спойлер. Идти на работу. Пошел! Ах, хуй тебе! На работу! Хуй тебе! Да, я вам сегодня не поведаю о чем-то таком сверхъестественном, где можно добыть бабки с воздуха, нажать на кнопку бабло, и они сами потекут рекой. Но, блин, совет же реально действенный. Совет реально действенный и очень простой. Берете, поднимаете свою жопу и идете на работу. В чем прелесть, собственно, этого метода? Прелесть в том, что вы, будучи малолетним школопетом, вот таким вот, да, вы познаете цену деньгам, вы поймете, как они зарабатываются, каким трудом. То есть ты просыпаешься с утра, ты куда-то едешь, ты там батрачишь, ты кого-то слушаешь, тебе кто-то приказывает, да, чтобы заполучить вот эти заветные гроши свои, которые ты пойдешь и спустишь, да, на курево с пацанами за гаражами. Но в этом-то и кайф, потому что ты знаешь, какой тебе ценой обошлось вот это курево. Или чё вы там, надеюсь, ширяетесь, да? Золотая молодежь. Так в общем, в чем же главная суть этого всего? Ты рано или поздно вырастешь, ты повзрослеешь, да, тебе будет там 18-20. И чем раньше ты начнешь работать, тем раньше ты поймешь, сколько стоят деньги, сколько это стоит усилий, нервов, мозготрепки и так далее, и так далее, и так далее. И это же может начать тебя толкать к чему? К чему? С пропасти. Нет, шучу. Это может начать толкать тебя к тому, что ты задумаешься о том, как мне жить, не работая. Ты начнешь думать, как бы мне искать, мутить какие-то темки, какие-то еще непонятные схемы, замуты. Но белые. Как прокрутиться где-то, да, как придумать какое-то дельце, где не работать, либо как мне придумать что-то такое, чтобы не работать физически, да, куда-то там поступить на какого-то айтишника, дизайнера, еще кого-то. Ты начнешь как бы думать, да, ты начнешь понимать, как это сложно, батрачить всю жизнь руками, потрачить на заводе или еще где-то, и тебя это начнет толкать вверх, и это даст тебе огромнейший стимул в жизни, это разовьет твое мышление, и, возможно, ты не сдохнешь на помойке или под мостом. Но сдохнуть на помойке — это еще позитивный сценарий, поэтому давайте же разберемся, как заработать эти самые заветные гроши. Я вам расскажу свою личную историю, их будет несколько, но надеюсь, это будет полезно для вас, и вы почерпнете с этого для себя что-то важное и что-то полезное. Первая моя работа была довольно простой. Чистый говно, блядь, на! Это была просто работа в оранжереях. Я вырос в селе. Да, я селюк ебаный. И, в общем, это была несложная в целом работа. Я просто приходил к чуваку на огород, у него стояли, собственно, вот эти оранжереи, и просто помогал ему там подвязывать огурцы, перец, то еще что-то. Работа была не сильно сложная, не сильно пыльная, не сильно многооплачиваемая, но по канонам первой работы, да. Почему я, собственно, на нее пошел? Я хотел заработать первые карманные деньги, мне было интересно. Ну и мне банально не давали родители столько карманных денег, как давали другим детям. Но я хотел себе заработать на какие-то конфетки, на самом деле на сигареты. И, собственно, поэтому я туда и пошел. Также мотивация была то, что у мамы был скоро день рождения. Я хотел купить ей какой-то нормальный подарок, но
плюс-минус нормальный, да, а не наворовать цветы у тети Зины по соседству. И, собственно, поэтому я и отправился на свою первую работу. Проработал я там не сильно долго, где-то пару недель, собственно, заработал на подарок маме и ушел оттуда. Дальше все это лето я работал на таких же подработках, там зарабатывал какие-то копеечки, но для меня это было достаточно, это был мой первый опыт, и, собственно, я об этом не жалею. Чем раньше вы пойдете на работу, тем раньше вы узнаете, сколько стоят деньги и как найти ту же самую, да, подработку, работу какую-то легче, проще, то есть где вам не надо копаться в земле, торчать в этих оранжереях, ну это я к примеру, да. Это мой личный опыт, личный пример, поэтому я привожу это. И вы будете, собственно, думать, а куда бы мне на что такое пойти, дабы было и проще, и денег больше, ну и вообще, чтобы жизнь была в шоколаде, правильно? Дальше можете ржать, потому что следующая моя работа была работа ёбарем баранов. Ладно, шучу, на самом деле работа была пастухом, но... В общем, работа была довольно интересная, ты просто как дебил бегаешь по полю все лето за этими баранами, смотришь, чтобы они там где-то гуляли в пределах разумного, да, пасешь их, да, как бы гуляешь под свежим воздухом, на ебучей жаре в 40 градусов среди змей, это пауков, в общем, классно, лайк, всем советую. И тебе за это там какую-то копеечку башляют. Я считаю, замечательно. Что может быть лучше? Но на самом деле работа была довольно интересная. Мне, по крайней мере, тогда нравилось. Мне было 14 лет, и я себя подбадривал тем, что пока я работаю, да, зарабатываю себе какие-то деньги, мои одноклассники где-то просто тыняются, непонятно чем занимаются. На самом деле я им завидовал, потому что у них было детство, они гуляли, а мне пришлось потратить, сука. Кстати, владельцу этой мини-фермы Тимуру Плавный, ассаламу алейкум, если смотришь это видео. В общем, это была довольно интересная работа, и самое главное, что было в ней, это то, что я в конце лета я смог себе купить свой первый телефон. Это был Xiaomi Redmi Note 6 Pro, но как же я собой гордился, это был мой первый телефон, который я заработал сам, без мам, без пап. Я тогда реально собой гордился, это было, ну, шикарно. Но если вы думаете, что я такой конченый тупой селюк необразованный, вы правы, но я, как и многие, пробовал заработок в интернете. Это не было что-то такое прям вау невозможное, как нам сейчас там обещают, что вы скачаете Binance, да, или еще что-то, там закинете туда $10 и через день будете миллионером. Нет, спойлер, это так не работает. Но это был довольно простой заработок. Я заработал на всяких сайтах по выполнению заданий, там написать комментарий, поставить лайк и тому подобное. Я не заработал, конечно, сильно много, но это был интересный опыт в плане заработка в интернете, то есть я понял, что это возможно. И, ну, как для 15-летнего пацана, этого было достаточно, тем более ты сидишь дома, да, ничего не делаешь, там тебе какая-то копеечка капает. В общем, да, было у меня и такое. Сейчас я не знаю, насколько это все эффективно, работают ли все эти сайты и так далее, но было такое время, и если сейчас есть возможность также как-то заработать в интернете на выполнении каких-то заданий на биржах и так далее, и вы просто школьник, да, вам 13-14 лет, вас не берут на работу, да, вас, не знаю, мама не пускает, еще что-то. Это нормальный варик, посидеть дома, что-то там покликать, выполнять какие-то задания. Тем более сейчас с рассветом искусственного интеллекта это еще проще. Вы можете придумать и сделать все, что угодно, особенно всякие задания на копирайтинг и так далее. Это придумается вообще на раз-два. Одна из моих довольно-таки интересных работ, это была работа на пекарне. Я тогда уже закончил свой первый курс в училище, и как бы на лето мне нужна была сезонная работа. И тут мне как-то подвернулось у нас на местной пекарне пойти подработать упаковщиком хлеба, хлебобулочных изделий и так далее. В общем, устроился я на эту работу. Работка была, я бы не сказал, что тяжелая, но все же непростая, потому что смены длились минимум 12 часов.
и это были смены в ночь, то есть ты приезжаешь часов в 5 вечера на работу, и часов до 5 утра ты это все пакуешь, пока его как бы выпекают, да. Не самое простое дело, и не самое к тому же благодарное. За 12 часов я зарабатывал 300 гривен. Это вот где-то сейчас здесь будет, сколько это было в рублях на то время. Но это была стабильная работа, это была постоянная работа, как бы не на жаре, в помещении, и в целом меня устраивало. Я проработал все лето, я хотел себе купить ноутбук, но у меня не сложилось, не получилось. Я купил себе там пару приколов в бурсу, и на остаток, что, я решил купить себе первую машину. Вот где-то здесь выскочит фотка. Да, это была тройка 79-го года, но, боже, это первая, мать его, машина, господи. Ах. Было время, было. Далее я познал рекламу, я познал рекламный бизнес. Я устроился в фирму в соседнем городе, которая занимается продажей и установкой окон, балконов, дверей и так далее. Я работал у них рекламным агентом, меня брали и вывозили вместе с реквизитом, скажем так, да, со столом, с этими всеми материалами, с рисовками, меня вывозили на местный рынок, я вставал и, собственно, начинал это подходи, свежие окна, с утра еще бегал и так далее и тому подобное. Это была отличная работа, особенно для студента, у которого стипендия и не более. Поэтому, если вы живете в городе, неважно в крупном или в городе поменьше, ищите себе какую-то такую работу, которая не сопряжена с тяжелым физическим трудом. Ищите какие-то такие вот простенькие подработки, где либо куда-то ходить, да, что-то раздавать, там, каким-то, может, курьером, еще что-то. Это, казалось бы, довольно такие простые, банальные работы, да, но они всегда востребованы, они всегда нужны, и вы точно сможете подзаработать там себе лишнюю копеечку. А мы с моим одногруппником подумали, так, нам нужны бабки, да, как и любым студентам. Мы хотим курить, мы хотим пить пиво, нам надо бабки. Что мы решили? Мы учились в ПГТ, и, собственно, там очень много сельской местности. И постоянно вот осенью всяким бабушкам, дедушкам и вообще людям, у которых большое хозяйство, и они там не справляются на нем, нужны рабочие руки. Мы, собственно, умные, красивые, решили, что почему бы нам не пройтись, собственно, по этим домам, да, просто подходим к любому дому, стучим, да, нам выходят, и мы, собственно, предлагаем себя, да, в качестве молодых, красивых, сильных, выносливых ребят, что, может вам там убраться на участке, может вам сделать то-то, то-то, то-то. И на удивление люди соглашались, я в эту идею не особо верил, потому что думал, кому это надо, они сами справятся. Но люди соглашались, мы работали на участках, мы перекапывали огороды, мы разбирали плиту, и мы даже убирались на кладбище, помню, было и такое. Да, но, как говорится, пекуня но на лет, деньги не пахнут, поэтому мы брались за все, и нам хватало. Но что же мы только о физической работе, о физическом труде? Давайте подумаем о том, как вы можете вот эту вот штуку, да, использовать по назначению, не только шкудишки в нее пихать, а еще и подумать, да, и заработать денежки. Приведу пример. Это был второй курс. 2021 год, нас закрыли на карантин. И мне попалось видео одного чувака, где он покупает целые грецкие орехи в шкарлупе, чистит их и продает, собственно, ядра этого грецкого ореха на рынке. Я такой подумал, у меня же во дворе растет, собственно, орешник. Почему бы не попробовать сделать так же? Я взял те орехи, которые уже у меня были, которые нападали с ореха, перелупал их, перечистил и попробовал продать. Посмотрел, что как бы КПД с этого довольно неплох. И задумался о том, почему бы мне не купить еще грецкие орехи с этой выручки у односельчан, у одноклассников, еще у кого-то. Я начал это все скупать. Мы сидели на карантине, у нас была дистанционка, да, и пока идет дистанционка, там учитель что-то тебе рассказывает, да, что-то навалит, ты сидишь, делаешь полезное дело, ты чистишь эти орешки, и потом на выходных, да, вы это все с батей запаковываете в пакеты, грузите в машину и едете на рынок торговать. И я тогда заработал довольно внушительно, я уже не помню сколько точно, но сумма была не маленькая. Я копил на мотоцикл Ява 638. Тот, кто знает, у того сейчас ностальгия.
Но я понимал, что на него мне не хватит, поэтому мы договорились с знакомым Бати, что я заберу у него его мотоцикл, который уже лет 20 стоит в гараже. Это Ява 634, тоже неплохая, намного дешевле. Ну и первый мотоцикл, да. Но, к сожалению, не срослось, не сложилось, как бы не получилось. Мотоциклетная мечта юноши не сбылась, но зато я заработал бабки. На 16 лет у меня тогда в кармане было, если я не ошибаюсь, 10 тысяч гривен, по-моему, это вот где-то здесь в рублях будет сумма на то время. Это были довольно неплохие деньги, при том, что я для этого не работал физически, я просто сидел и в свободное время чистил эти орехи и потом просто продавал. То есть я тогда подумал с этой черепушкой, что можно время использовать с пользой. Можно как-то что-то придумать, дабы заработать себе деньжат, пока ты сидишь дома, пока никто вообще ничего не делает, просто шпилят Майнкрафт, а ты себе зарабатываешь бабки. Поэтому думайте всегда головой, потому что с помощью вот этой прекрасной штуки можно совершить такие дела, что потом ты себе скажешь спасибо спустя несколько лет. В общем, к чему я все это веду? Я хочу вам сказать, что бесплатный сыр только в мышеловке. Но я не хочу вас никак расстраивать, дезморалить и так далее, что вот, можно заработать только физическим трудом, надо идти батрачить и так далее. Нет, это, конечно, не будет лишним, если вы попробуете это, вы будете знать цену деньгам и дальше будете что-то придумывать такое, где нужно поменьше работать, как я, например, с тем же своим. Поэтому думайте, пробуйте, всегда самые лучшие идеи, всегда самые большие деньги делаются с идеи, которая выходит вот отсюда. Поэтому придумывайте нестандартные подходы, нестандартные варианты, и у вас точно все получится. Тем более сейчас такое время, что очень много денег в интернете, и если креативненько как-то к этому подойти, получится замечательно. Я надеюсь, это видео тебе понравилось, тебе было интересно его смотреть. Надеюсь, ты сделал для себя какие-то выводы. Возможно, у тебя родилась какая-то интересная, полезная идея, которую ты сможешь воплотить в реальности. Надеюсь, я тебя чем-то вдохновил, подсказал что-то полезное, и это как-то изменит твою жизнь к лучшему. Спасибо, что посмотрел это видео. Если оно тебе зашло, ставь палец лайк. Конечно же, подписывайся на канал. Мне будет очень приятно видеть, что мои старания окупаются, что тебе это интересно. И оставляй комментарии, рассказывай свой опыт, где ты работал, как ты работал, какая была твоя первая работа, в чем она заключалась, какие у тебя, возможно, были интересные, креативные идеи, как-то заработать деньги в юности, в детстве и так далее. Мне правда будет интересно это почитать, поэтому милости прошу. Ну а с вами был я, ваш любимый мойщик борделей. Увидимся!